Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду готовить популярное в Турции блюдо ислим-кебаб. Это блюдо совместило в себе и мясо, и баклажаны, которые очень популярны не только в Турции, но и в Греции. У меня 3 крупных баклажана. Я их нарезаю на ломтики примерно по 0,5 сантиметров. Складываю все в емкость и пересыпаю солью, чтобы он не потемнел, дожидаясь своей очереди. На противень выкладываю нарезанные баклажаны. Так как они у меня уже соленые, я их присаливать больше не буду. Немного перца. Сверху оливковое масло, совсем немножко. На второй противень также выкладываю оставшиеся баклажаны и отправляю их в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, примерно на 15-20 минут, пока они не подрумянятся и не станут мягкими. А тем временем мы подготовим фарш. У меня говяжий фарш из жирной части говядины, яйцо, панировочные сухари, перец, чабер, кумин или зира. Солить я пока не буду. В миксере вы можете измельчить вручную. Мы измельчаем лук, чеснок и красный сладкий перец. Один зубчик чеснока я оставлю. Он нам пригодится позже. Вот такая паста у нас получилась. Добавляем ее к фаршу и хорошо перемешиваем. Укроп, петрушка. Мелко нарезаем. Также добавляем фарш и перемешиваем. И вот теперь я присолю немного. Формируем фрикадельки. И отправляем в холодильник на 20-30 минут. Наши баклажаны готовы. Дадим им остыть. На сковородку в топленом и оливковом масле обжарим наши фрикадельки.
Я их обжариваю на сильном огне до образования золотистой корочки с двух сторон. Пусть тоже немного остынут. А теперь наши баклажаны на середину выкладываем фрикадельку, закрепляем зубочисткой. Сверху я украшу ломтиками перца сладкого зеленого и помидоров. И так заворачиваем все наши фрикадельки с баклажанами. Я очень люблю баклажаны. Вы знаете, что баклажаны называются мясом для бедняков. Форму у меня форма 26 сантиметров в диаметре. Выкладываем баклажаны. Нарезанные кольцами помидоры. И наши рулетики. Оставшиеся фрикадельки раскладываем по всему периметру формы. И оставшиеся кусочки перца сладкого и помидор также выкладываем между нашими фрикадельками и баклажанами. В масле, оставшемся после обжаривания фрикаделек, мы доведем до кипения измельченные помидоры. Можете взять томатный сок. Зубчик чеснока, который у меня остался, мелко искрошить и обжарить вместе с томатным соком. Буквально 1-2 минуты. Добавлю еще немного томатного сока. Столовая ложка орегано. И наша подлива готова. На гарнир рис. Заливаем нашей подливой фрикадельки и рулеты из баклажан. Добавляем горячую воду и отправляем в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут. Режим вверх-вниз, без конвекции. И вот такие рулетики с фрикадельками и баклажанами у нас получились. Нежные, вкусные, тают во рту. А подлива получается просто сказочная. В нее так хорошо макать хлебушек свежий, хрустящий. Сверху для украшения мята. И всем приятного аппетита! Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь, пожалуйста. Комментируйте, я отвечу на все ваши вопросы. До новых встреч!